Друзья, всем привет! Все знают, что лучший подарок – это книга, а если это электронная книга, то подарок еще в 2 раза круче. И сегодня я вам хочу рассказать вот про такое вот классное устройство, а именно PocketBook 628. Поехали! Еще в марте прошлого года, 8 марта, я купил своей жене в подарок вот такую вот классную книжечку. Моя жена очень любит читать, а с электронной читалкой это стало еще интереснее, легче и удобнее. В целом, когда я ее покупал, честно, покупку не понимал. Казалось бы, блин, бери планшет, да читай. Но нет, с этой штукой читать гораздо приятнее. Она не слепит глаза. У нее гораздо приятнее шрифт на экране. В общем, это совсем другое. Это не планшет и не телефон. Поэтому берем, читаем по факту, на самом деле, как настоящую книгу. И это факт. Начнем с коробочки. Итак, поставляется читалочка вот в такой вот коробке. Обычной картонной красивой коробочки, внутри которой у нас сверху лежит читалка, лежит гарантийный талончик, лежит инструкция на английском языке и вот такая вот бумажечка, говорящая о том, что «Привет, я твоя читалка, чехла в комплекте нет, если хочешь меня защитить, пожалуйста, купи мне чехол». Здесь лежит также кабель зарядного. По поводу чехла могу сказать, что вещь для данной штуки абсолютно необходимая, и без чехла использовать ее нельзя. Ведь в этих читалках на самом деле очень-очень-очень хрупкий экран. В данной читалке он сенсорный, но на самом деле даже не нужно тыкать в него пальцем и так далее. Для этого вполне достаточно и кнопок. А без чехла стоит на него немножко нормально надавить, кинуть в какой-нибудь портфель и так далее, и там книжкой какой прижмется, то все, экран у вас сразу же лопнет. Имейте в виду, всегда покупайте к ней отдельный чехол сразу же. Что по самой читалке? Читалка 6-дюймового размера. Поначалу кажется, что это очень мало. Однако нет. Если вы едете где-то в общественном транспорте или сидите в зале ожидания, я не знаю, то очень удобный и хороший размер. На 8 дюймов она уже идет гораздо больше, не говоря уже о 10-дюймовых моделях. Там уже реально как журнал. И эта штука становится абсолютно непортативной. Такое можно с собой где-то носить, возить и так далее. Все остальное исключительно для дома и квартиры. Данная читалка, а именно PocketBook 628, снабжена экраном по технологии E-Ink карта. Это самый прогрессивный и самый продвинутый экран на сегодняшний день. Лучше просто нет. Данная читалка снабжена двухъядерным процессором, поэтому работает она достаточно быстро и нормально. И книги открывает, и страницы перелистывает, и тяжелые PDF-ки она вполне осиливает. Что касаемо форматов, она читает абсолютно все популярные форматы. Их там порядка 20 штук, нет смысла перечислять. Все, что вы найдете в свободном доступе, все сюда легко заливаете и закачиваете. И это очень круто. А самое главное, что выделяет эту читалку на фоне других моделей по аналогичной цене или конкурентов, это наличие подсветки. Очень много таких моделей продается без подсветки, но поверьте, подсветка в данной штуке вещь необходимая. Как только вы едете где-то в транспорте и свет приглушен в какой-нибудь маршрутке, или вечером вы хотите почитать в темной комнате, то без подсветки вам не обойтись, без этого никак. И вот, к примеру, мы включим данную читалочку. Вот она включилась, сразу включилась подсветка. Подсветка здесь не яркая, она абсолютно не слепит, и при этом можно еще и яркость ее регулировать. Делать меньше-больше и регулировать ее температуру. От холодного серого цвета до максимально теплого, чуть ли не оранжевого. Выставляем, конечно же, что-нибудь средненькое. И после этого ей очень приятно пользоваться. Аккумулятор в такой читалке – это отдельная тема. Здесь его хватает реально на месяц. Если каждый день использовать данную читалку, читать 2-3 часа в день, то заряжать вы ее будете реально раз в месяц, не чаще. Даже с учетом того, что мы пользуем подсветку и так далее. При этом зарядка у нее идет от microUSB.
Ну, я думаю, что пора бы уже переходить на разъемы Type-C, но все же, зарядка здесь старого образца. Что касаемо памяти, то в данной читалке 512 мегабайт оперативной памяти. Повторюсь, для комфортной работы этого вполне достаточно. Это не планшет, здесь не будут запускаться сверхтяжелые игры. В встроенной памяти 8 гигабайт, из них свободно 6,5. Чтобы забить эту память, серьезно, нужно будет очень-очень-очень постараться, с учетом того, что одна книжечка там пару мегабайт буквально весит. А здесь 6,5 гигов. При этом тут еще есть разъем под microSD карту, поэтому вставив сюда карточку на 32 или на 64 гига, можно в принципе забыть о том, что здесь может быть когда-нибудь не хватит памяти, даже если вы будете закачивать сюда большие мощные там 100-200 мегабайтные PDF-ки. Поэтому с памятью вопросов не будет. Из интересных функций в этой читалке присутствует Wi-Fi. Зачем же он здесь нужен, если это не планшет? Для того, чтобы закачивать на нее непосредственно напрямую книжки. Прикольно. Книжки, конечно же, можно закачать и по кабелю. Но в таких читалках реализована очень интересная штука. Мы заводим для нее на определенном сервисе отдельную почту. На эту почту со своего телефона условно или компьютера отсылаем книжку. И когда в зоне действия Wi-Fi попадает наша читалочка, она с той электронной почты сама подкачивает эту книжку и закачивает в себя. То есть вам не нужно напрямую, допустим, кабелем пользоваться, а себе на почту отправили книжку, и она сюда, когда вы в зоне действия интернет Wi-Fi будете, она сюда закачается. Ну чего, вполне интересно. Что касается корпуса, корпус у данной игрушки прорезиненный, так называемый soft touch. Очень приятно до него дотрагиваться, но надо понимать, что он маркий, и вот здесь вот всегда будут оставаться следы от пальцев, поэтому периодически все это дело придется протирать. Что касаемо экрана, как я уже говорил, данный экран работает по технологии E-Ink карта, и пускай он даже здесь и сенсорный в 628 модели, допустим, в аналогичной 617 он не сенсорный, а здесь сенсорный, им можно управлять непосредственно движениями. Но это не планшет, который вы там двинули и все плавно переместилось. Здесь все это дело происходит не спеша, то есть он меняет картинку. Вот для примера мы откроем тяжелую PDF-ку, это инструкция по эксплуатации автомобиля Hyundai Santa Fe. И вот, как видим, даже ее быстренько пролистывая, все картинки, все обозначения, все иконочки очень быстро подгружаются. С быстродействием проблем нет. С изменением картинки тоже проблем нет. В общем, тема пережевывает любые вещи, любые форматы, любые размеры и классно, стабильно и красиво работает. Что же касается четкости изображения, вы можете видеть сами. Вот мы открыли какую-то страничку, можно все это дело приблизить. Как видим, все очень четко, красиво. Никаких вопросов к экрану нет, в принципе. Этого вполне достаточно. Что еще можно сказать по начинке? Если мы перейдем в меню «Библиотека», здесь будут отображаться наши закачанные уже непосредственно книжки. Также мы можем делать заметки. Ну, мы заметки не делаем, мы этим не пользуемся, но все же здесь это присутствует. Фирменная Ledger.me. То есть можно создавать учетную запись и получать доступ к неограниченному количеству электронных и аудиокниг. Также с MP-Go тоже можно. Это все платные подписки на самом деле. Можно и оттуда подтягивать книжечки. И приложения, то есть можно новости, браузер. Из этой штуки можно вполне лазить в интернете. Вот, например, мы сейчас подключены к Wi-Fi, заходим в браузер. Перейдем на сайт Online Nearby.
Сайт очень тяжелый, очень сильно наполнен контентом и картинками. Это новостной сайт. Пожалуйста, вот мы зашли и вполне можем читать здесь новости. Вот, пожалуйста, новость про «Звездные войны». Открыли и читаем, что нам нравится. То есть можем книжки, можем новости. Все что угодно. Браузер работает. Галерея. Это если открывать какие-то картинки. Калькулятор, настройки. Есть словарь. Его можно использовать, кстати, как фоторамку. Также ставить. Часы, календарь. Книги по email. Вот это вот сервисы. И Dropbox Pocketbook. Точно так же через Dropbox можно сбрасывать сюда книжки. И мелкие игры, шахматы, судоку, косынка и так далее. В общем, наполнение программного обеспечения есть. А в целом работает он как Android. Если мы зайдем в настройки, пожалуйста, вся менюшка андроидовская, зайдем в программное обеспечение, версия ПО на сегодняшний день, вот 628.68.978. Ну что, в целом по этой игрушке все. Единственное, что можно еще сказать, что когда вы закрываете просто вот так вот чехольчик, там срабатывает магнитик и книжечка тухнет, она засыпает. Как только открываете, она просыпается. Если долго не открываете, то она в конце концов выключается. В общем, очень интересная штука для тех, кто любит почитать именно книги. Ну, вот как-то так, дорогие друзья. Если обзор был вам полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!